Эта история началась еще в мае, когда активистке приюта для собак позвонил встревоженный сосед. Мужчина сообщил о появившемся в окрестностях псе, который выглядел как настоящий выходец из ночного кошмара. Услышав такую новость, женщина сразу же отправилась спасать несчастное животное. Ей с мужем пришлось как следует обыскать близлежащие заросли, пока страдалец-пес не был в конце концов найден. Зрелище, представшее перед доброхотами, оказалось до нельзя жутким. Не зря муж встревоженной спасительницы, который первым увидел зверя, сразу же предупредил жену, что бедолага долго не протянет. Сначала пара подумала, что животное с головы до ног покрыто с трудом заживающими ожогами. Реальность, как водится, оказалась куда страшнее. Болезнь, терзавшая собаку, оказалась тяжелой формой демодикоза. Судя по всему, бедняга унаследовал эту проблему от матери, с которой расстался совсем недавно. Врач с первого взгляда понял, что Ваткинс, как назвали собаку спасители, умирает. Проблемы горемычного зверя были куда серьезнее, чем казалось паре активистов на первый взгляд. 15-килограммовый щенок не ел так давно, что его пищеварительные органы уже начали атрофироваться. С виду и не скажешь, но найденный пес оказался 4-месячным щенком. Доброхоты мигом отнесли обезображенное тело несчастного к ветеринару. В связи с недостатком питания лодыжки и связки животного были недоразвитыми. Ваткинс не мог даже нормально ходить. В довершение всего на теле несчастного обнаружили следы от попаданий из пневматики. Сказать, что дела у раздувшегося, больше похожего на труп зверя, были плохи, ничего не сказать. Даже сердобольные спасатели согласились бы, реши ветеринар попросту усыпить щенка, избавив его от ужасов предсмертных мук. Однако специалист решил дать псу шанс. Для бедолаги настал долгий и мучительный период выздоровления. Здесь Ваткинс показал себя настоящим бойцом. Некоторое время, конечно, казалось, что несчастному становится лишь хуже. Так, после экстренной операции на желудке пес некоторое время ничего не ел, похудев до 8 килограмм. Питание животному наладили попущенные через бок трубки. Стоит заметить, что едва щенок очнулся, то начал периодически пробовать ее на зуб. Иногда, как говорит нынешняя хозяйка собаки, лечение ее любимца напоминало трагикомедию. По мере того, как история щенка распространялась среди людей, неравнодушные начали слать его хозяевам помощь. Со всей стороны к Ваткинсу стекались собачьи кровати и одеяльца. Через некоторое время к делу подключились сердобольные иностранцы. К тому моменту, как пес уверенно ступил на стезю выздоровления, он уже стал настоящим символом среди помогающих бездомным собакам людей. Хозяевам животного казалось, что с каждым днем он становился все крепче и сильнее. Со временем даже проблема с лапами перестала беспокоить молодого зверя, причем решилась она весьма неожиданно. В один прекрасный момент щенок просто встал и пошел, как обычный здоровый пес. Спасшая его женщина лишь руками разводит, когда ее спрашивают о причинах подобного чуда. 11 июля Ваткинса наконец-то отпустили от ветеринара домой. С тех пор зверь обитает у хозяев. Конечно, до сих пор он посещает врача во вторник и в четверг, чтобы избавиться от ушной инфекции и пройти полный курс противодемодикозного лечения. Специалисты поражаются стремительному темпу выздоровления животного. У него почти не было выкарабкаться на свет Божий, однако, как ты теперь знаешь, невозможное иногда все равно происходит. Будем надеяться, вскоре красавец-пес окончательно распрощается с последствиями ужасных первых месяцев своей жизни.